Всем привет! Сегодня я вылетаю из Астаны в Дели. Смотрите в этом выпуске. Мои первые впечатления от этого сумасшедшего города, первый обед в Индии, естественно вегетарианский, приключения при попытке купить сим-карту и много индийского колорита. Поехали! Итак, после обхода ТВ и радио Астаны, а также осмотра центра казахстанской столицы при 30-градусном морозе, смотрите об этом в предыдущем видео, я выдвинулся в аэропорт, чтобы вылететь в Нью-Дели. Кстати, по дороге в аэропорт можно посмотреть на самую большую по вместимости мечеть Центральной Азии. За эти дни я до нее так и не добрался, так как она находится в отдалении, и в такой холод добираться до нее было проблематично. Не, просто у нас, допустим, есть практика, но я не знаю, у вас может тоже. Как вы помните, у меня была с собой только зимняя куртка, которую я планировал оставить в Астане и поехать в Индию в пиджаке. Но когда я узнал, что ночи на севере страны все еще довольно холодны, то в срочном порядке купил легкую куртку. Вот процесс смены моих луков возле аэропорта прямо перед вылетом. К Индии готов. I'm ready to go to India. Моя подруга Света, а также Евгений с 7 канала меня немного напугали своими рассказами об опасности отравления в Индии. Евгений вообще сказал, что нужно смело закладывать пару дней из поездки на диарею. Поэтому в последний момент я решил купить хотя бы какие-то лекарства. В городе сделать это я не успел, поэтому пришлось раскошелиться в аптечном пункте аэропорта. Теперь у меня есть таблетки от аллергии и активированный уголь. Да, друзья, сегодня день казусов. Ну, первая половина дня была отличная, я обошел ТВ и радио, отправил свои демки везде, и, в общем, люди были очень дружелюбны, может быть, что-то получится на обратном пути, сотрудничество какое-то. Но потом, во-первых, я очень сильно замерз, руки сильно замерзли, пока я снимал на видео достопримечательности Астаны. Потом моя подруга Света, которая согласилась отвезти меня в аэропорт, ждала меня, мне было очень холодно, я перебежал дорогу в неположенном месте. Меня тут же остановила полиция, подъехала. Но там, слава богу, все обошлось. Спасибо астанинским полицейским. Затем, уже по дороге в аэропорт, у меня оторвалась пуговица на штанах, а ремня у меня нет. Я вышел из положения, девушка из кафе дала мне скрепку. В общем, такие приключения, но теперь я уже в аэропорту Астаны. Сейчас вылетаем в Алматы, потом в Дели. Все хорошо. До встречи в Индии. Hey. Here are my Indian friends from Delhi that I met before we got on the plane from Astana. Say hi guys, hi to Siberia, yeah. Сначала меня ждал полет из Астаны до южной столицы Казахстана, Алматы. Это заняло всего 1,5 или 2 часа. Затем часовая стыковка, и я уже лечу из Алматы в Дели. Это еще около 2,5 часов. Все довольно близко. Я уже летал с Air Astana в Таиланд и знаю, что сервис там отличный. Кормят шикарно, в этот раз были даже национальные индийские вегетарианские блюда. Напитки безлимитные, так что я наслаждался кофе, чаем и соком. И, честно говоря, даже впервые в жизни выпил 50 грамм виски, но чисто в медицинских целях. Очень уж я замерз, гуляя по зимней Астане, а ведь через 5 дней у меня концерт в Индии, так что нужно было обезопасить горло. И вот Дели уже совсем близко. На выходе из самолета я познакомился с Сергеем из Ростова. Он летел на Бали, а в Дели у него была пересадка длиной в сутки. Мы решили скооперироваться и вместе выбраться в город и найти, где поспать. Ведь наш рейс прибыл в Дели в 2 часа ночи. В аэропорту мы обменяли деньги, а также попытались купить местную симку, но оказалось, что ночью это сделать невозможно. А позже я расскажу, что это, как выяснилось, в принципе не так-то просто. Всем привет. Аэропорт Дели, 3 часа ночи. Здесь, кстати, интересная особенность, что здесь разница во времени с Омском и с Казахстаном, с Астаной полчаса назад, представляете? Я думал, только на час бывает разница. Вот, заряжаю здесь телефон, деньги обменял в аэропорту, а вот симку купить нельзя до утра из-за технических сложностей. Ну, познакомился тут с парнем из России, Сергеем, и будем пытаться с ним вместе выбраться из аэропорта уже в город, в Нью-Дели. Хорошо, что сотрудник мобильной компании смог раздать нам Wi-Fi. Сергей смог найти отель в 15 минутах езды от аэропорта через приложение Booking. Кстати, почему-то ни один из отелей, которые в Booking показаны в минуте ходьбы от аэропорта, не оказался реально существующим.
Уж не знаю, что это за фишка, но имейте ее в виду. Далее нас ждал квест такси. Даже с Wi-Fi, но без местной симки приложения такси, например, Uber, не работают. Мы наконец-то нашли такси, но тут предлагают багаж Сергея везти вот так. Сейчас привяжем, и все будет отлично. Сергей, покажи еще раз свою реакцию. Я в шоке, что его хотят везти не пристегнутым. Прямо на стоянке аэропорта стоят сотни машин такси, но просто сесть и поехать на них нельзя. Опять же, нужно заказать их через приложение. А на часах уже был 4 час ночи, и нам очень хотелось спать. В итоге сотрудники компании такси уже просто сами вызвали нам свое же такси со своего телефона, и мы наконец поехали. Чемодан Сергея едет не в багажнике, а на переднем сиденье на почетном месте. Помаши ручкой. Здравствуйте. Удивительно, что чемодан едет с таким же комфортом, как и мы. Да, может быть даже и с большим. К чести работника отеля, который нашел Сергей, мы смогли его разбудить даже в 4 утра продолжительным стуком в дверь и смогли заселиться. Вот такие большие книги используют в отелях Индии. Туда вносят имена гостей, их данные и даты пребывания. Первая ночь в Индии в таком достаточно уютном отеле, недорогом. Вот, но очень холодно здесь, я не знаю почему, хотя на улице плюс 20. Вода чуть-чуть теплая с помощью бойлера. Спать пришлось в одежде, но в целом жить можно. Да, сейчас пойдем на улицу греться. И вот первый выход в Дели при свете дня. И первые невероятные впечатления, когда ты удивляешься буквально всему вокруг. Как будто ты попал в болливудский фильм. Так, короче... Наш первый переход улицы в Дели. Очень страшно, но сейчас движение менее активно, чем минуту назад. В России или Европе такого на улицах не увидишь, правда ведь? Или такого. Красава. Животных тут любят. Ты просто залез на машину. Главной задачей первого утра в Дели – это найти, где поесть, а затем купить местную сим-карту. Осмотр новой страны и местного колорита будет происходить по дороге. От этого никуда не денешься, даже если захочешь. Хорошо, что я скачал оффлайн карту Maps.me, и сейчас мы идем в ближайшее кафе с нормальным рейтингом. Чем я уже люблю Индию? Тем, что половина меню вегетарианская. Сейчас попробую что-нибудь из этих роллов. Хотя меня многие предостерегали, что не нужно пробовать здесь вообще что-либо, потому что можно отравиться. Но мой друг индус сказал, что если это касается вегетарианских продуктов, то тут все безопасно. Поэтому сейчас я беру вот это. Посоветовали взять его. My first vegetarian meal in India. Мой первый вегетарианский завтрак в Индии. Какая-то шаурма, сейчас будем проверять. Thank you. Там мне удалось найти не только кучу вегетарианских блюд на выбор, но и хороший кофе с молоком, как дома. То, что нужно для начала первого дня путешествия в экзотической стране. Russian блогер. О май гад. Nice. И обратите внимание на цены. Этот сытнейший обед из лаваша обошелся мне всего в 109 рупий. Это где-то 115 рублей, курс почти 1 к 1. Еще столько же стоил кофе. На оффлайн-карте я нашел ближайший офис сотового оператора, и мы отправились туда, а по дороге нам встречались, например, вот такие прекрасные храмы. Интересно. Мы познакомились в самолете. Мы идем, ищем, как купить сим-карту. Какой-то храм обнаружили. Или такие шумные закоулки индийской столицы. Друзья, я наконец-то купил сим-карту с интернетом в Индии. Это заняло минут 40-45. Самое смешное, что нужен был местный номер. Чтобы сделать местный номер, нужен местный номер. А как это возможно, если я турист и только приехал? Хорошо, что у меня есть друг, который мне с этим помог. И я использовал его номер. Но не у всех же такие друзья есть, правильно? Но теперь я с интернетом.
Это видео мы записали, наверное, с 5-го дубля, потому что десятки автомобильных сигналов никак не давали этого сделать. На дорогах в Индии эта песня клаксонов не смолкает ни на секунду. Вам может показаться, что иногда сигналят именно вам. Но это на самом деле ничего личного, просто такая мера безопасности. Все гудят ежесекундно, таким образом давая знать о своем передвижении соседним водителям и пешеходам. К концу второй недели в стране я, кажется, стал к этому привыкать, как и к сумасшедшему движению в целом. Вау, чуть не влетел в меня. Самое смешное, что иностранцу при покупке сим-карты в Индии нужен местный номер, на который они вышлют подтверждение. Мне очень повезло, что у меня был друг, который меня в Индию пригласил. Я позвонил ему с телефона сотрудника компании, и он продиктовал мне код, который пришел на его номер. Иначе я бы просто остался без связи. Очень странная система. И даже когда симка у тебя на руках и интернет работает, это еще не конец, потому что в течение дня вам должен позвонить сотрудник сотовой компании для перепроверки. Вы должны сказать, что это действительно вы, и тогда уже сим-карта ваша полноценна, и вы можете пользоваться интернетом и связью в полном объеме. Россиянам в Индию попасть достаточно просто, можно оформить электронную визу. Просто заполнить анкету на специальном сайте, оплатить сбор $25, и уже через сутки вам придет разрешение на въезд. Нужно распечатать его и на въезде показать сотруднику таможни. Он поставит штамп вам в паспорт и все, готово. Что касается билетов, то из Астаны в Дели я добрался за 30 тысяч рублей туда и обратно. Плюс еще 3 или 4 тысячи рублей на поезд из Омска. На сегодня на этом все. Смотрите в следующем видео. Моя первая поездка на тук-туке, а также прогулка по прекрасной Ред Форт, одной из главных достопримечательностей Дели. Также еще много всего интересного. Поставьте лайк этому видео, оставьте комментарий, а также подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить новые ролики. До скорой встречи!